Приветствую вас, дорогие рукодельницы! В данном видео мы разберем с вами процесс вязания спицами шапки с узором косы. Для вязания этих шапок я использовала следующую пряжу. Это пряжа джинс, полухлопок, 50 грамм на 160 метров. Эта пряжа тоже полухлопок, Cotton Gold, а здесь 100 грамм, 330 метров. В принципе, пряжа по толщине она одинакова. Расход здесь менее 100 грамм. Это то, что у меня осталось от 100 грамм вязания красной пряжи. Для вязания этих шапок я использую спицы номер 2,5. Обязательно в процессе вязания пригодится дополнительная спица, поскольку это узор с перемещением петель. Процесс вязания такой шапки очень простой. Первое – это вязание образца для определения ширины. Второе – итальянский набор петель. Третье – вязание основной части без убавления петель. Четвертое – расчет рядов для закрытия шапки. Пятое – это вязание данной части. Первое – вязание образца узора по схеме. У меня выделено это в отдельное видео. Что хочется отметить? Вязать можно любой пряжей, и саму косу можно вязать не на 18 петлях, как у меня 6, 6, 6, а можно вязать 15, 12 и 9 петель. То есть все зависит от выбора вашей пряжи. Мой образец в ширину получается один раппорт в ширину 6,5 сантиметров. При этом для вязания каждой шапки я вяжу 8 раппортов. Это получается у меня один раппорт 20 петель, а общее количество здесь 160 петель. На этой шапке и на этой шапке также 160 петель общее количество. Второе – итальянский набор петель и вязание полой резинки по кругу. У меня также это выделено в отдельное видео. Вязание такой шапки идеально начинать с итальянского набора петель. Почему? Потому что край получается таким образом очень красивый и аккуратный. Если петли набирать простым способом, вот по образцу смотрите, как будет выглядеть. Поэтому выполняйте вязание образца для определения ширины и набирайте необходимое количество петель итальянским способом и провяжите несколько рядов полой резинки. И переходим к третьему шагу – вязание основной части. Выполнив вязание 6 рядов полой резинки, всего у меня здесь 160 петель. На каждой спице по 40 петель. По 40 петель, и это получается по 2 раппорта на каждой из спицы. А теперь приступаю к вязанию уже самого узора. Это первый ряд. Выполняем вязание 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 изнаночные петли. 1, 2. Повторяем раппорт узора еще 7 раз, а затем провязываем высоту еще 3 ряда. То есть этим узором провязываем всего 4 ряда. 4 ряда связала. Теперь вязание 5-го ряда, и в 5-м ряду
первое перемещение петель. На дополнительную спицу переносим первые 6 петель. За работу. Шесть лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Со вспомогательной спицы переносим 6 петель обратно. И вяжем их 6 лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Далее еще 6 лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Раз, два. И раппорт узора повторить еще 7 раз. Выполнив вязание 5-го ряда с перемещением петель, далее вяжу 7 рядов без перемещения петель и повторяю раппорт узора. 18 лицевых и 2 изнаночные. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лицевых, 2 изнаночные. Раз, два. Этим раппортом провязываю еще 7 рядов. Выполнив вязание 7 рядов без перемещения петель, на что обращаем внимание? Внимание обращаем на протяжки. Первая протяжка – это ряд, 5-й, ряд с перемещением петель. И считаем общее количество протяжек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 протяжек, 8 рядов провязано. И теперь вязание 13 ряда. В 13 ряду второе перемещение петель. 6 лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 петель переносим на дополнительную спицу. Оставляем перед работой. Следующие 6 петель вяжем лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Возвращаем 6 лицевых петель на рабочую спицу. Вяжем их лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные петли. Раз, два. Раппорт узора повторять еще 7 раз.
а затем вязать еще 7 рядов без перемещения петель, повторяя раппорт узора 18 лицевых петель и 2 изнаночные петли. Выполнив вязание после ряда с перемещением петель еще 7 рядов, также считаем протяжки. Это первая протяжка, ряд с перемещением петель, то есть 13, и также протягиваю все протяжки и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 протяжек, 8 рядов связано. И далее раппорт узора повторяем с 5 по 21 ряд включительно, то есть 16 рядов. Чередуем перемещение петель на этой стороне, затем на этой. Как я определяю, сколько рядов вязать для закрытия петель шапки? Покажу я данный принцип на этой шапке. При этом данный способ можно применять при вязании спицами любых других шапок, которые вяжутся снизу вверх. При этом я обязательно учитываю два момента. Первое. Рассчитывать общую высоту лучше в процессе, а не на образце. То есть выполняете вязание основной части или вязание половины основной части и затем выполняете дальнейший расчет. Второй момент обязательно учитывайте. Ширина шапки, вот, допустим, здесь 46 сантиметров. При этом эта вязка легко тянется и шапка одевается на объем головы 55-56 сантиметров. При этом, когда вязаное изделие растягивается, оно становится в высоту меньше. Вот мои расчеты, и сейчас с вами разберем каждый момент. Первое. Определение раппорта высоту. Раппорт высоту у меня провязан 3 раза. 1, 2, 3. Измеряю. Получается 13 сантиметров. Теперь 13 сантиметров делю на 3. Раппорт узора 1 равен 16 рядам, и получается 4,3 сантиметра. 1 раппорт высоту. Второе. Общая высота шапки. Измеряю 29 сантиметров. 29 сантиметров минус 1,5 сантиметра. И получается 27,5 сантиметров. 1,5 сантиметра это итальянский набор петель и 4 ряда. Вот они, 1,5 сантиметра. Получается. Эти 1,5 сантиметра дальше не учитываю. Третье. Основная часть шапки, вязание которой выполняется без убавления петель. 15,5 сантиметров у меня получается. И здесь получается 56 рядов. То есть 3 раза раппорт узора по 16 рядов и половина раппорта узора в высоту 8 рядов. Общее количество 56 рядов. И четвертое. Определение в сантиметрах высоты. Вязание рядов с убавлением. Общая высота 27,5 сантиметров минус основная часть 15,5, получается 12 сантиметров. И как это определить? Сколько 12 сантиметров? Х рядов. 16 рядов это 4,3 сантиметра, то, что мы определили изначально. Крест-накрест умножаем, делим на 4,3. Получается 44 ряда. Ну, тут можно расписать дальше. Такое количество рядов, чтобы было кратно 8. После чего я количество рядов расписываю, обязательно учитывая раппорт узора, и расписываю убавление петель. Здесь
сколько рядов провязывать между убавлениями петель. По 4 по 4, затем по 2. И обязательно помечаю ряды, в которых происходит перемещение петель. Выполнив основную часть вязания шапки в высоту, у меня получается около 18 сантиметров. При этом в ширину сейчас у меня шапка получается 46 сантиметров. И смотрите по перемещению петель. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас должно быть 8-е перемещение петель. Для того, чтобы данная шапка имела форму чулка, убавление петель я буду делать постепенно на каждом раппорте узора. Для этого что я сделала? Перед 8-м перемещением петель с этой стороны я отсчитала 5-ю протяжку и пометила эту протяжку контрастной нитью. То есть в следующем ряду будет уже первое убавление петель. Также я для себя сделала следующую заметку. Раппорт узора составляет 20 петель, 2 изнаночные петли и 18 петель лицевых. 6, 6, 6 – это наша коса. Первый ряд соответствует ряду, в котором у меня контрастная нить помечена. А 8-е перемещение петель соответствует 4-му ряду по данной заметке. И затем каждым 4-м рядом я буду постепенно убавлять петли. И эти ряды мы сейчас вместе с вами и провяжем. Первое убавление петель, и по моей записке он соответствует 4-му ряду, при этом в этом ряду будет перемещение петель. Перемещение петель на этой части, значит, здесь можно спокойно сделать убавление петель. Для этого первую петлю снимаю, не провязывая, переворачиваю ее, следующую петлю вяжу лицевой, на провязанную петлю переснятую опускаю, одну петлю убавила. И теперь считаю: 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6 петель на дополнительную спицу перед работой. Следующие 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С дополнительной спицы возвращаем 6 петель и вяжем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные петли. 1, 2. Раппорт узора повторить по кругу, затем провязать еще 3 ряда по узору. Затем провязать еще 3 ряда в высоту петли по рисунку. Второе убавление петель. Выполняем вязание 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой. Получилась 5-я петля, и 1 петлю мы вместе с вами сейчас убавили. Довязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 1, 2. Раппорт узора повторяем по кругу, затем вяжем 3 ряда в высоту, все петли по рисунку. Третье убавление петель, и в этом ряду перемещение петель. 5 лицевых петель снимаю на дополнительную спицу, оставляю петли за работой.
Далее вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. С дополнительной спицы возвращаю 5 лицевых петель. Вяжу их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь следует сделать убавление одной петли. Вяжу 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. А эти две вместе лицевой. 2 изнаночные. Раппорт узора повторять по кругу. Провязываем этот ряд полностью с убавлением петель и перемещением, затем 3 ряда в высоту, и у нас здесь получается 15 лицевых, 2 изнаночные. 4 убавление петель. В этом ряду еще нет перемещения петель, убавление сделаем в конце. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 5 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь также остается 5. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой. 1 петлю убавили, 2 изнаночные петли. Раппорт узора повторяем по кругу, провязываем этот ряд и также следующие 3 ряда в высоту, повторяя 14 теперь лицевых, 2 изнаночные. 5 убавление петель, и в этом ряду перемещение петель на этой части. Первую петлю снимаю, не провязывая. Следующую петлю вяжу лицевой. На провязанную петлю опускаю. 1 петлю убавила и считаю: 1 петля, 2, 3, 4, 5 петель на дополнительную спицу перед работой. Следующие 4 лицевыми. 1, 2, 3, 4. 5 лицевых петель возвращаю на рабочую спицу и вяжу 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. 1, 2. Выполняем вязание этого ряда по кругу с убавлением и перемещением петель, а затем еще 3 ряда в высоту провязываем 13 лицевых и 2 изнаночные. 6 убавление петель. Убавление петель будем делать в конце лицевых, поэтому вяжем 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе лицевой. 2 изнаночные петли. 1, 2. Раппорт узора повторяем по кругу, затем в высоту провязываем 3 ряда все петли по рисунку, и здесь у нас получается 12 лицевых, 2 изнаночные. 7 убавление петель. Убавление петель буду делать с этой стороны, а с этой стороны перемещение петель. Переносим на дополнительную спицу 4 петли. Оставляем их за работой. Следующие 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. На рабочую спицу возвращаем 4 петли и вяжем их лицевыми.
Раз, два, три, 4. Здесь 4 петли, вяжем 2 лицевыми. Раз, два, и 2 петли вместе лицевой. 2 изнаночные петли. Выполняем вязание ряда по кругу, повторяя раппорт с перемещением и убавлением петель. Затем высоту провязываем еще 3 ряда. Здесь у нас получается 11 лицевых и 2 изнаночные. 8 убавление. Убавлять буду в середине. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Средние 4 петли. Вяжу 2 лицевые. Раз, два, 2 вместе, лицевой. 3 лицевые. Раз, два, 3 и 2 изнаночные петли. Раппорт узора провязываем по кругу. И далее высоту провязываем 3 ряда, все петли по рисунку. Здесь у нас получается уже 10 лицевых и 2 изнаночные. 9 убавление петель. Петлю буду убавлять в начале лицевых петель. Здесь у нас будет перемещение. И обращаю ваше внимание. Дальше убавление петель будем делать каждый второй ряд. Первую петлю снимаю, не провязывая. Следующую вяжу лицевой, на провязанную петлю опускаю переснятую. Одну петлю убавили. 2 лицевые. Раз, два, 3 петли на вспомогательную спицу перед работой. Следующие 3 вяжем лицевыми. Раз, два, 3. Возвращаем 3 петли, вяжем их лицевыми. Раз, два, 3. 2 петли изнаночные. Раз, два. Выполняем вязание ряда по кругу, а затем выполняем только один ряд в высоту, все петли по рисунку. И здесь у нас получается 9 лицевых, 2 изнаночные. 10 убавление петель. Вяжем 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Следующие 2 петли вместе лицевой. 2 вместе лицевой, 3 лицевые петли. Раз, два, 3. 2 изнаночные петли. Раз, два. Далее выполняем вязание раппорта по кругу и затем один ряд в высоту, все петли по рисунку провязываем, и у нас получается здесь 8 лицевых и 2 изнаночные. 11 убавление петель. В начале ряда убавляем. Первую петлю снимаю, не провязывая. Следующую вяжу лицевой, на провязанную переснятую опускаю. Петлю убавила. Далее лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные петли. Раз, два. Раппорт узора вяжем по кругу, далее один ряд, высоту провязываем. И раппорт будет равен 7 лицевых петель, 2 изнаночные. 12 убавление петель. 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой. 2 изнаночные петли. Выполняем вязание раппорта узора по кругу и в следующем ряду делаем завершающую убавку. Завершающее убавление петель. Вяжем 2 вместе лицевой. Две вместе лицевой.
2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Выполняем вязание раппорта узора по кругу. Выполнив последнее убавление петель, рабочую нить я оставляю подлиннее и отрезаю ее. Затем беру крючок и эту нить протягиваю через все петли. То есть все вязание теперь надо сомкнуть. Как я это делаю? Петли, которые находятся на одной спице, передеваю на крючок, только с одной спицы. Спицу освободила, рабочую нить захватываю и протягиваю через эти 8 петель на крючке. Нить эту рабочую вытягиваю, разворачиваю и здесь также эту рабочую нить протягиваю. Затем эти петли аккуратно стягиваю, придерживаю и плавно подтягиваю. Дополнительно крючком здесь захватываю, фиксирую, после чего вывожу эту нить на изнаночную сторону, дополнительно ее еще фиксирую и обрезаю. После того, как вязание шапки полностью выполнено, я ее выворачиваю на изнаночную сторону, беру такую резинку и эту резинку протягиваю по полой резинки. Ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Чуть дальше крючок ввожу, захватываю нить, протягиваю. И протягиваю резинку полностью по этому краю. После чего нить обрезаю, завязываю узелок и аккуратно прячу. Также при помощи крючка эти хвостики располагаю внутрь полой резинки. И на этом вязание шапки у нас выполнено. Ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и вступайте в наши группы в социальных сетях. Обязательно приступайте к вязанию шарфа снуда и присылайте фотографии ваших работ. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!